Какая тюрьма в мире убивает заключенных быстрее всего? И при этом никто не стреляет, не бьет и официально не пытает. В боливийской тюрьме Сан-Педро заключенные сами платят за камеры, открывают магазины и варят кокаин прямо внутри стен, а охрана просто не заходит. В северокорейском лагере Йодок люди работают до смерти в угольных шахтах, и семьи исчезают туда целиком, за преступление одного родственника. Но самое страшное в этом списке не там, где стреляют, а там, где просто закрывают дверь и забывают о тебе навсегда. Тюрьма Сан-Педро в Ла-Пасе существует по правилам, которые не писало ни одно государство. Когда заключенный попадает внутрь, первое, что он слышит от сокамерников, сколько стоит койка. Не место на нарах, а именно койка. Камеры здесь покупают и продают как квартиры. Самая дешевая обходится в $200, самая дорогая в 1500. Те, кто не может заплатить, спят в коридоре на бетонном полу. Охрана заходит внутрь только по особым случаям. И то ненадолго. Внутри работают рестораны, парикмахерские, магазины и даже небольшие гостиницы для родственников, которые приходят на свидание и остаются ночевать. До 2009 года туристы платили охране на входе несколько долларов и спокойно гуляли по тюрьме как по рынку. Дети заключенных жили внутри вместе с отцами. Некоторые из них выросли за этими стенами и вышли наружу уже взрослыми, не зная другой жизни. Кокаин там варили открыто. По некоторым данным, Сан-Педро производил до 80% боливийского тюремного наркотика. Примерно в то же время, когда боливийские туристы фотографировались на фоне тюремных рынков, в Камбодже тихо работала тюрьма совершенно другого рода. Туол Сленг — бывшая школа в Пномпене, которую в 1975-м переоборудовали в следственный изолятор режима красных кхмеров. Официальное название — С-21. За 3 года через нее прошло от 14 до 17 тысяч человек. Классные комнаты разделили металлическими прутьями на крошечные камеры размером с шкаф. Заключенных приковывали к полу за лодыжку. Выжили 7. Не 700, не 70. Именно 7. Им запрещали разговаривать, смотреть друг на друга и издавать любые звуки без разрешения охраны. Нарушителей избивали на месте. Каждый поступавший проходил обязательную фотосессию. Анфас и в профиль. Эти снимки сохранились и сегодня висят в музее, который открыли прямо в здании бывшей тюрьмы. Лица на фотографиях смотрят прямо в объектив. Мужчины, женщины, дети, старики. Большинство из них были мертвы уже через несколько недель после съемки. Но если Туол Сленг убивал быстро, то северокорейский лагерь Йодок убивает медленно, годами. Иногда десятилетиями. Официально он называется Зона 15 и расположен в горах провинции Хамгён. Людей туда отправляют не только за преступления, но и за родство с теми, кто совершил преступление. По спутниковым снимкам, которые проанализировали в 2013-м, периметр лагеря составляет несколько сотен километров. Это больше, чем площадь некоторых европейских городов. Система называется «Три поколения наказания». Если арестован дед, вместе с ним исчезают дети и внуки. Бывший заключенный Кан Чоль Хван провел в Йодаке 10 лет, попав туда в 9-летнем возрасте вместе с семьей. Он описывал ежедневную норму. 12 часов в угольной шахте или на полях, горсть кукурузы на обед, публичные казни по воскресеньям как обязательное мероприятие для всех заключенных. Смертность в лагере настолько высокая, что охрана ведет отдельный учет тел. Не для расследования, а для статистики выработки. Живой заключенный добывает уголь. Мертвый просто списывается как единица. 3 тюрьмы, 3 разных способа уничтожить человека. В одной он сам платит за право выжить, в другой его фотографируют перед смертью. В третьей его просто считают вместе с углем. И это только начало списка. Есть тюрьма, из которой не выходят не потому, что охрана стреляет на побег, а потому, что бежать физически некуда. Тюрьма Гибралтар-Пойнт на острове Ридл у побережья Аляски окружена Беринговым морем с температурой воды 3-4 градуса выше нуля. До ближайшего берега больше 5 километров открытой воды. За всю историю учреждения не зафиксировано ни одного успешного побега. 2 заключенных попробовали вплавь в 97-м. Их тела нашли через 4 дня в 2 километрах от берега. Внутри тюрьма работает по системе полной изоляции. Заключенные с высшей степенью опасности проводят в одиночной камере 23 часа в сутки. 1 час. Прогулка в бетонном дворике размером 4 на 4 метра, без контакта с другими людьми. Психиатры, обследовавшие бывших заключенных после освобождения, фиксировали у большинства из них необратимые изменения личности уже после 6 месяцев такого режима. Примерно по той же логике построена бразильская тюрьма Банду-Алту в штате Сан-Паулу. Только там изоляция где-то работает иначе. Камеры рассчитаны на одного человека, окна заблокированы так, что естественный свет почти не проникает внутрь. Государство построило ее в 2006-м специально для лидеров организованных преступных группировок. Заключенным запрещено общаться между собой, даже через стену. Все разговоры с адвокатами ведутся через стеклянную перегородку и записываются. Телефонные звонки вообще раз в неделю, строго 10 минут, только с одобренными контактами. Несмотря на эти условия, следователи зафиксировали, что лидер группировки, первая столичная команда Марку Вилелес, продолжал отдавать приказы своим людям прямо из камеры Банду-Алту на протяжении 2 лет. Через адвокатов, через родственников на свиданиях, через записки, спрятанные в подошвах
обуви. Тюрьма, построенная, чтобы отрезать человека от мира, не справилась с задачей, потому что мир сам нашел туда дорогу. Совершенно другая история произошла в эфиопской тюрьме Калити под Аддис-Абебой. Там не было никакой системы изоляции, только переполненность, доведенная до предела. Камера, рассчитанная на 20 человек, вмещала 1,5-2 сотни. Заключенные спали, стоя, прислонившись к стенам и друг к другу. Туалет — одна дыра в полу на всю камеру. Еда поступала раз в сутки. Кукурузная каша, которую охрана вываливала в общий таз. Правозащитная организация Human Rights Watch задокументировала условия содержания в Калити в 2005-м после того, как туда этапировали журналистов и оппозиционных политиков, арестованных после спорных выборов. В докладе описывалась вспышка туберкулеза, которая за 3 месяца прошла через всю тюрьму. Медицинской помощи не было. Заключенных с открытой формой болезни не изолировали, просто не было куда. Те, кто выжил, описывали камеры как место, где умирали не от насилия, а от удушья, буквально и фигурально. Камера без возврата, но это не обязательно одиночка с металлической дверью. Иногда это просто пространство, из которого человек выходит уже другим или не выходит вовсе. Психиатры давно установили, человек теряет рассудок не от боли, а от тишины. Именно на этом принципе построена тюрьма Пеликан-Бэй в Калифорнии, один из самых известных супермакс-изоляторов в мире. Открытая в 89-м, она с первого дня работала по единственному принципу – полное сенсорное объединение. Камера размером 2 на 3 метра, бетонные стены, искусственный свет, который не выключается никогда. Никаких окон с видом на улицу, только матовое стекло под потолком. Никаких совместных прогулок, никакого контакта с другими заключенными, 22,5 часа в сутки. Полная тишина и 4 стены. В 2012-м группа заключенных Пеликан-Бэй объявила голодовку. К ней присоединились больше 30 тысяч заключенных по всей Калифорнии. Это была крупнейшая тюремная голодовка в истории штата. Главное требование было прекратить бессрочное одиночное заключение. Некоторые из участников акции провели в одиночке к тому моменту больше 20 лет без перерыва. Психиатр Стюарт Грасиан, обследовавший заключенных Пеликан-Бэй, описал отдельный синдром, СХУ-синдром или синдром хаотичного ума. Симптомы: галлюцинации, неконтролируемая агрессия, полная потеря ориентации во времени, неспособность сформулировать простую мысль. Грасиан зафиксировал эти симптомы у людей, проведших в одиночке от 90 дней. Но Пеликан-Бэй — это все же государственное учреждение с правилами, проверками и адвокатами. Ливийская тюрьма Абу-Салим в Триполи не имела ни того, ни другого, ни третьего. В июне 96-го там произошло то, что впоследствии назвали одним из крупнейших тюремных массовых убийств 20 века. Заключенные подняли бунт из-за условий содержания, переполненность, гнилая еда, отсутствие медицины. Охрана вызвала подкрепление. По свидетельствам выживших, солдаты загнали около 1200 заключенных в 2 внутренних двора и открыли огонь сверху, с галерей. Стреляли около 2 часов. Тела убирали несколько дней. Официально правительство Каддафи не признавало этот факт вплоть до 2004-го. 8 лет семьи погибших получали письма и продуктовые передачи для людей, которых уже не было в живых. Индонезийская тюрьма Нуса Камбанган расположена на острове в Яванском море и известна под неофициальным названием «Остров крокодила». Название появилось не случайно. Берега острова действительно населены крупными рептилиями, что делает любую попытку побега вплавь самоубийством. Но крокодилы — не главная причина, по которой это место попало в списки самых жестоких тюрем мира. Нуса Камбанган — место исполнения смертных приговоров в Индонезии. Казни здесь проводят расстрелом в ночное время, без предварительного уведомления осужденного о точной дате. Заключенный может ждать исполнения приговора годами, не зная, какая ночь окажется последней. В 2015-м здесь казнили 8 человек одновременно. Граждан разных стран, осужденных за наркоторговлю. Австралийское правительство направляло официальные запросы о помиловании. Индонезийские власти их отклонили. Расстрел провели на рассвете 29 апреля. Тишина убивает медленнее пули, но вернее. Пеликан-Бэй это доказал за 30 лет работы. Если вы думаете, что самые жестокие тюрьмы до этой крайности, подождите, пока не увидите мир нейросетей. Заходите на playprofit.com, где собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. И как бы ни было жестко в тюрьмах, сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус 500 токен. Абу-Салим доказал обратное. Иногда тишину просто прерывают выстрелами. И она возвращается еще плотнее. В тюрьме Абу-Грейб под Багдадом охранники фотографировались на фоне заключенных как на курорт. Снимки появились в открытом доступе в 2004-м и мгновенно облетели весь мир. На фотографиях американские военные в форме, улыбающиеся рядом с голыми людьми, выстроенными в пирамиду. Заключенных держали на поводках, заставляли имитировать сексуальные позы, надевали им на головы мешки с проводами, подключенными к имитаторам тока. Один из охранников, специалист Линди Ингланд, позировала с сигаретой во рту, держа человека на веревке, как собаку. Военное расследование установило, что издевательства продолжались минимум с осени 2003-го. Осуждены были 11 военнослужащих, максимальный срок получил сержант Чарльз Грейнер, 10 лет. Вышел досрочно через 6
2,5. Абу-Грейб стал скандалом, потому что появились фотографии. Но в венесуэльской тюрьме Родео под Каракасом все происходило без фотографий. И именно поэтому продолжалось десятилетиями. Родео официально числилось следственным изолятором, но фактически превратилась в территорию, которую контролировали не охранники, а заключенные. Точнее, их вооруженные лидеры, которых называли пранами. Праны устанавливали внутренние законы, собирали дань с новоприбывших, решали, кто будет жить в нормальных условиях, а кто в подвале без света. Охрана заходила внутрь только организованными группами и только при крайней необходимости. В 2011-м венесуэльские силовые структуры провели операцию по возвращению контроля над тюрьмой. Штурм длился 27 дней. Внутри обнаружили склады оружия, включая гранатометы и автоматические винтовки. Откуда в следственном изоляторе гранатометы, официальное расследование так и не ответило. Российская пересыльная тюрьма Бутырка в Москве известна с 18 века. Ее построили при Екатерине II. За 200 с лишним лет она ни разу не закрывалась на реконструкцию. В 90-е годы правозащитники фиксировали в Бутырке камеры, рассчитанные на 20 человек, в которых содержалось до 100. Заключенные спали посменно. Одни стояли, пока другие лежали на норах. Туберкулез распространялся так быстро, что врачи Международного комитета Красного Креста, получившие доступ в тюрьму в 95-м, описывали ситуацию как неуправляемую эпидемию. Один из инспекторов впоследствии написал в докладе, что за время визита лично наблюдал 3 заключенных, умерших прямо в камере. И тела оставались там несколько часов, потому что охрана не реагировала на сигналы из камеры. Гондурасская тюрьма Сан-Педро-Сула не попадала в международные доклады о правах человека, она просто горела. В мае 2004-го в одном из блоков вспыхнул пожар. Двери камер были заперты. Охрана не открывала их 20 минут. По одним данным из-за паники, по другим намеренно, опасаясь побега под прикрытием огня. Погибли 107 человек. Большинство задохнулись, не успев сгореть. Расследование установило, что пожарных выходов в блоке не существовало в принципе. Никто из сотрудников тюрьмы уголовной ответственности не понес. Разница между охранником и зверем в этих местах определялась просто наличием фотоаппарата и международного внимания. Там, где камер не было и последствий. Когда людям нечего терять, они перестают бояться. Именно это произошло в сентябре 71-го в тюрьме Аттика в штате Нью-Йорк. Утром 13 числа около 1300 заключенных захватили 4 корпуса и взяли в заложники 42 охранника. Требования были конкретными. Нормальная еда, медицинская помощь, прекращение физического насилия со стороны персонала. Переговоры шли 4 дня. На 5-й день губернатор Нельсон Рокфеллер отдал приказ о штурме. Вертолеты сбросили слезоточивый газ, снайперы открыли огонь с крыш. За 7 минут погибли 39 человек, 29 заключенных и 10 заложников-охранников. Все 10 охранников были убиты незаключенными. Они погибли от огня собственных коллег в ходе штурма. Власти первые несколько дней официально сообщали, что охранники погибли от рук бунтовщиков с перерезанными глотками. Судебно-медицинская экспертиза это опровергла. Официальное опровержение появилось только через неделю, когда скрывать результаты вскрытия стало невозможно. Бразильская тюрьма Карандиру в Сан-Паулу пошла по другому сценарию. 2 октября 92-го там тоже начался бунт. Заключенные 2 корпусов подрались между собой, несколько человек получили ножевые ранения. Охрана вызвала спецподразделение полиции. То, что произошло дальше, бразильские суды 20 лет квалифицировали как массовое убийство. Полицейские вошли в корпус с собаками и открыли огонь по всем, кого видели. Заключенные прятались под кроватями, забивались в углы камер, поднимали руки. Стреляли и в них. Когда все закончилось, на полу лежали 111 тел. Ни один полицейский не пострадал. Судебно-медицинская экспертиза установила, что большинство погибших были застрелены в упор. Многие с расстояния меньше метра. Уголовные дела против офицеров открывали, закрывали и открывали снова на протяжении 20 лет. В 2012-м суд приговорил 73 полицейских к срокам от 48 до 124 лет. Апелляционный суд в 2013-м отменил приговоры по процессуальным основаниям. В Мексике тюремные бунты превратились в отдельный жанр насилия. В тюрьме Аподака в штате Нуэво-Леон в феврале 2012 ночью столкнулись 2 группировки заключенных. Сторонники картеля Лос-Сетос и сторонники картеля Залива. Охрана не вмешивалась 4 часа. По официальной версии, не могла войти из соображений безопасности. По данным расследования, часть охранников сама открыла ворота между блоками, дав группировкам сойти. Погибли 44 человека. Оружие, которым их убивали, самодельные ножи, заточки, арматура, было изготовлено внутри тюрьмы и спрятано заранее. Это означало, что охрана либо не проводила обысков, либо знала о складах оружия и не реагировала. 15 охранников были задержаны, 3 из них впоследствии обвинены в пособничестве. Бунт в тюрьме — это не стихийное событие. Это результат. Результат накопленного давления, которое администрация игнорировала до тех пор, пока оно не взорвалось. В Аттике взрыв унес жизни заложников и был скрыт ложью. В Карандиру взрыв стал поводом для расстрела. В Аподаке охрана просто открыла ворота и отошла в сторону. 3 разных страны, 3 разных десятилетия и одинаковый финал. Тела на полу, и никто не виноват. Афганская тюрьма Пуэ-Чархи стоит в 20 километрах от Кабула, и это расстояние всегда было достаточным, чтобы происходящее внутри не беспокоило город.
Построена она была в 70-х при короле Захир Шахе, но свою репутацию приобрела позже, при коммунистическом режиме Народно-демократической партии Афганистана. В 78 и 79 годах туда этапировали всех, кого новая власть считала политическими противниками: военных офицеров старого режима, религиозных деятелей, учителей, инженеров. Расстрелы проводились ночью, группами, без суда и объявления приговора. Семьи узнавали о смерти родственников случайно, когда личные вещи возвращали без объяснений или когда заключенный просто переставал выходить на свидание. По оценкам правозащитных организаций, только за 2 года, 78 и 79 в Пулачархе было казнено от 27 до 50 тысяч человек. Точная цифра неизвестна до сих пор, потому что расстрельные списки уничтожали. Иранская тюрьма Эвин в Тегеране работает с 60-х годов и пережила несколько политических режимов, да, каждый из которых использовал ее по-своему, но с одинаковым результатом. При Шахе туда отправляли левых активистов и противников монархии. После революции 79-го, тех же людей, которые эту революцию совершили, но оказались не той фракцией. В 88-м верховный руководитель Хамейни издал фетву, предписывающую казнить всех заключенных, которые остаются верны оппозиционной организации Маджахеддин-э-Халк. Миссии из 3 человек на судья, прокурор, представитель Министерства разведки проводили допросы по несколько минут на человека. Вопрос был один: отречется ли заключенный от своих убеждений? Отказавшихся уводили немедленно. По данным выживших и правозащитников, только за лето 88-го в Эвин и других иранских тюрьмах было казнено от 2 до 5 тысяч человек. Тела хоронили в безымянных массовых захоронениях. Одно из них, Хавар-эн-Надав под Тегераном, Буссаджатрия, было частично раскопано в 2019. Иранские власти немедленно остановили работы и забетонировали участок. Китайская тюрьма Циндун в провинции Хэйлунцзян специализируется на другом виде безвыходности. Формально это исправительное учреждение с установленными сроками. Фактически, место, откуда выходят физически сломленными. Заключенные работают на производстве по 12-14 часов в сутки. Продукция — экспортные товары, которые затем появляются на международных рынках. В 2009-м бывший заключенный Сунь Чан Цзюнь после освобождения передал журналистам письма, которые он прятал внутри упаковок товаров перед отправкой на экспорт. В письмах он описывал условия труда и просил покупателей сообщить властям. Одно из писем нашла американская покупательница в коробке с Хэллоуин-украшениями. История попала в прессу. Китайские власти квалифицировали действия Сунь Чан Цзюня как повторное преступление. Его арестовали снова через 3 месяца после освобождения. Туркменская тюрьма Авадан-Депе расположена в пустыне в 40 километрах от Ашхабада. Само название переводится как «красивый холм», что является, пожалуй, самым точным описанием того, как работает язык в закрытых государствах. Внутри, по данным правозащитной организации, тюрьма Туркменистана заключенных содержат в камерах без естественного освещения и принудительно переводят в одиночное заключение за любые попытки общения. Несколько человек, прошедших через Авадан-Депе и впоследствии покинувших Туркменистан, описывали одинаковую процедуру. При поступлении заключенному объявляли срок, но не давали никаких документов. Родственникам не сообщали место содержания. Адвокаты к делам не допускали. Человек просто исчезал, и семья начинала искать его по всей стране, не зная, жив ли он вообще. Безвыходность в этих местах конструировалась намеренно, не как побочный эффект жестокости, а как основной инструмент. Когда человек не знает, где он находится, насколько он осужден, и знает ли кто-нибудь вообще о его существовании, он перестает сопротивляться. Именно это и было нужно. Гуантанамо открылась в январе 2002-го, через 4 месяца после терактов в Нью-Йорке. Первых заключенных доставили на Кубу в оранжевых комбинезонах, в наушниках, в масках и очках, исключающих любое восприятие окружающего пространства. Фотографии людей на коленях за металлической сеткой облетели весь мир. Американские власти объявили, что речь идет о combatants, участниках боевых действий, на которых не распространяются нормы Женевской конвенции. Это означало одно: ни суда, ни адвоката, ни установленного срока содержания. Просто камера до тех пор, пока власти не решат иначе. Через 20 лет после открытия в Гуантанамо оставались 39 человек. 19 из них были официально признаны не представляющими угрозы и рекомендованы к освобождению. Но продолжали сидеть, потому что ни одна страна не соглашалась их принять, или американский конгресс блокировал перевод. Один из заключенных, Мухаммад Рахим, провел в одиночной камере более 15 лет без предъявления обвинений. Его дело засекречено настолько, что даже адвокаты не имеют доступа к большей части материалов. Египетская тюрьма «Скорпион» в каирском пригороде Тора построена под землей. Буквально. Камеры расположены ниже уровня земли. Естественного света нет ни в одном помещении. Официально тюрьма предназначена для особо опасных террористов. Фактически туда попадают журналисты, блогеры и участники протеста. Правозащитная организация «Египетская инициатива за личные права» задокументировала в 2019 случае содержание в «Скорпионе» людей, задержанных за публикации в социальных сетях. Один из них, фотограф Махмуд Абузейд по прозвищу Шавкан, провел под стражей 5 лет без приговора. Его арестовали в 31 августа 2013, когда он снимал разгон демонстраций. Приговор суд вынес только в 2018, 3 года лишения свободы. К этому моменту он уже
уже отсидел 5. Пакистанская межведомственная разведка содержит собственные неофициальные места заключения, которые местные правозащитники называют черными тюрьмами. Они не имеют адресов, не значатся ни в каких реестрах и не проверяются никакими инспекторами. Люди исчезают туда после задержания на улице или дома, без документов, без уведомления родственников, без каких-либо официальных записей о факте ареста. Правозащитная комиссия Пакистана зафиксировала с 2001 по 2020 более 8 тысяч случаев насильственных исчезновений. Часть из пропавших появлялась спустя месяцы или годы, живыми, но отказывающимися говорить о том, где они находились. Часть не появлялась никогда. Сирийская тюрьма Садная в 20 километрах к северу от Дамаска работала как фабрика исчезновений в годы гражданской войны. Правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала в 2017 доклад с названием «Человеческая бойня». В нем описывалась практика массовых казней, которые проводились в подвале тюрьмы каждую неделю, по ночам, в понедельник и среду. Заключенных выводили из камер под предлогом перевода в другое учреждение. Вешали в подвале группами. Тела вывозили на военное кладбище за пределами Дамаска. По оценкам доклада, с 2011 по 2015 в Садное было казнено от 5 до 13 тысяч человек. Сирийское правительство назвало доклад выдумкой. Спутниковые снимки кладбища показали значительное расширение захоронений именно в указанный период. Забытые заживо — это не метафора, это административная процедура. Человека помещают в место без адреса, без документов, без срока. И система продолжает работать так, будто его не существует. Иногда так оно и есть. Есть места, где смерть была бы избавлением, но ее не дают. Северокорейский лагерь номер 14, известный также как Кэчхон, отличается от всех остальных учреждений в этом списке одним фактом: люди там рождают. Не попадают туда по приговору суда. Рождаются внутри периметра, живут внутри периметра и умирают внутри периметра, никогда не видев ничего снаружи. Шин Дон Хёк — единственный человек, рожденный в лагере номер 14 и сумевший бежать. Его мать попала туда как родственница политического заключенного. Шин родился в 98-м и до 23 лет не знал, что такое деньги, магазины, музыка или свобода передвижения. Понятие семьи в лагере было уничтожено намеренно. Мужчин и женщин сводили вместе только как поощрение за примерное поведение, дети воспитывались отдельно и обязаны были доносить на родителей. Шин донес на собственную мать, узнав о ее плане побега. Мать и брата казнили. Шина пытали в АТ за то, что не сообщил раньше. Он наблюдал казнь матери и брата лично, стоя в первом ряду вместе с другими заключенными. Ему было 14 лет. В 2012-м Шин Дон Хёк дал показания в Конгрессе США. В 2014-м комиссия ООН по расследованию положения в Северной Корее включила его свидетельство в официальный доклад. Доклад квалифицировал условия в лагерях как преступление против человечества. Северная Корея отвергла выводы комиссии и отрицает само существование лагерей, несмотря на спутниковые снимки, показывающие периметры, бараки и кладбища внутри охраняемых зон. Но даже на фоне лагеря номер 14 существует система, которая действует масштабнее и методичнее. Китайские лагеря в Синьцзяне, официально именуемые центрами профессионального обучения, начали массово заполняться с 2017. По оценкам исследователей Австралийского института стратегической политики, через эти учреждения прошло более миллиона человек, преимущественно уйгуры, казахи и представители других мусульманских меньшин. Людей забирали без предъявления обвинений. За молитву, за хранение Корана, за общение с родственниками за рубежом, за бороду или хиджаб. Внутри проводились сеансы политического перевоспитания, от заключенных требовали отречься от религии, выучить мандаринский язык и петь патриотические песни. Бывшие заключенные описывали камеры на 20-30 человек, постоянное видеонаблюдение, запрет на молитву и сон в неустановленное время. Казахстанская гражданка Сайрагуль Саудбай, работавшая в одном из лагерей учителем и бежавшая в 2018-м, дала показания в казахстанском суде. Она описывала еженедельные медицинские процедуры, цель которых заключенным не объясняли. Брали кровь. Брали образцы органов. По данным расследования журналистов BBC и немецкого антрополога Адриана Зенца, биометрические данные заключенных вносились в централизованную базу данных. Китайское правительство настаивает на добровольном характере обучения и отрицает факты принуждения. Документы, слитые в прессу в 2019-м под названием «Синьцзянские файлы», содержали внутренние инструкции, предписывающие не допускать побегов, не допускать контактов с внешним миром и применять наказания за нарушение режима. Эти инструкции не выглядят как документация добровольных образовательных курсов. Хуже смертной казни — это когда тебя не убивают, а методично уничтожают изнутри. Когда забирают язык, веру, имя и память и возвращают обратно в мир пустынь. Шин Дон Хёк бежал из лагеря, где родился, пересек границу с Китаем по льду реки Тэданган и добрался до Южной Кореи. Он живет в Сеуле. Он говорит, что до сих пор не понимает, как плакать. Вначале был вопрос, какая тюрьма убивает быстрее всего, и при этом никто официально не стреляет и не пытает. Ответ оказался не одним местом, а системой, не одной страной, а принципом. Алькатрас закрыли в 63-м, слишком дорого содержать.
Гуантанамо работает до сих пор. Слишком удобно игнорировать. Разница между ними не в жестокости, а в том, кто смотрит и кто отворачивает. Побеги из тюрем этого списка можно пересчитать по пальцам. Из Нуса Камбанган не бежал никто. Крокодилы и открытое море делают попытку самоубийства. Из лагеря номер 14 до Шин-Дон-Хёка не вышел живым ни один рожденный внутри. Из Авадан-ДП не бежали, потому что родственники не знали, куда именно бежать за человеком. Из Туол-Сленг выжили 7 из 17 тысяч. И те не бежали, а просто оказались живы в момент, когда вьетнамские войска вошли в Пномпень в январе 79-го и открыли двери снаружи. Побег — это не только физическое действие. Это наличие информации о том, где ты находишься. Наличие кого-то снаружи, кто знает о тебе. Наличие места, куда бежать. В большинстве учреждений из этого списка у заключенных не было ни первого, ни второго, ни третьего. Единственная тюрьма, из которой бежали регулярно и почти безнаказанно, это боливийская Сан-Педро. Там выходили через главные ворота, заплатив охране. Это тоже своего рода ответ на вопрос о том, как устроено заключение. Там, где есть деньги, есть и выход. Там, где денег нет, нет и выхода, даже если решетки открыты. Самой смертоносной тюрьмой в этом списке по задокументированному числу жертв остается система северокорейских политических лагерей в целом, да по оценкам комиссии ООН, через нее прошло от 150 до 200 тысяч человек одновременно на протяжении десятилетий. Смертность внутри, по свидетельствам выживших, составляла от 20 до 25% в год. Это означает, что при таком темпе полный оборот населения лагерей происходил за 4-5 лет. Через смерть, а не через освобождение. Но если говорить не о числах, а о принципе, самым точным ответом на вопрос изначала будет другой. Тюрьма убивает молча не тогда, когда она находится в Северной Корее или Сирии. Она убивает молча тогда, когда о ней не говорят. Туол-Сленг молчал 3 года, пока не пришли вьетнамские солдаты. Абу-Салим молчал 8 лет, пока семьи погибших не вышли на улицы Бенгази в 2006 и не начали требовать ответ. Карандиру замалчивали 20 лет через апелляции и процессуальные отмены приговоров. Шин-Дон-Хёк не умеет плакать, потому что в лагере номер 14 не было ситуации, когда слезы что-то меняли. Он научился доносить, работать и выживать. Всему остальному ему пришлось учиться уже снаружи, во взрослом возрасте, в стране, язык которой формально был его родным, но мир который был абсолютно чужим. Оттуда не бегут не потому, что невозможно физически. Оттуда не бегут, потому что система работает на опережение. Она забирает саму мысль о том, что снаружи есть что-то, ради чего стоит бежать.